Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина Брилева. Ну а кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня будем делать коррекцию нарощенных ногтей полигелем. В прошлый раз эти ногти наращивались гелем, делала это мастер моей студии. И девушка просила сделать ногти потолще, чтобы они были горбатые. Уже не впервые встречаю такое, что клиенты просят сделать горбатые ногти. Мол, они прочные, крепкие и лучше носятся. Но на самом деле это заблуждение. Многие клиенты об этом не знают, что важно соблюдать все правила моделирования, сделать правильную архитектуру, укрепить зону стресса, внимательно проработать точки вроста, боковые параллели, и тогда все прекрасно будет носиться. Мы немножко с моей моделью друг друга не поняли. Я делаю как положено, а она просит сделать ногти потолще, погорбатее. В общем, смотрите, что из этого получится. Все впереди. Тем временем твердосплавной фрезой на 25 тысячах оборотов я сняла старый материал. Было очень много отслоек, все их нужно внимательно хорошо спилить, убрать, чтобы нигде не было завоздушин. Далее зашлифовала все отслойки, неровности, зашлифовала ногтевую пластину с помощью пилки на 180 грит. Следующим этапом необходимо убрать птериги, чтобы аккуратно выложить материал в зоне кутикулы. Делаю я это пламенем 0,23 диаметра с синей насечкой на 15-17 тысячах оборотов. Обороты выбирайте сами себе по удобству. На форварде обрабатываем левую сторону. Далее переключаю аппарат на реверс и обрабатываю правую сторону. Здесь у нас очень плотная кутикула, много птеригия, в общем, есть с чем работать. Теперь хорошо убираю всю пыль, обезжириваю ногтевую пластину с помощью Nail Prep. Прохожусь праймером и покрываю все ногти очень тонким слоем базы. База должна быть жидкая, пластичная. Это будет наша подложка для хорошей сцепки искусственного материала с ногтем. Базу я использую от торговой марки Attica. Просушиваю 60 секунд и далее буду уже выкладывать материал. Сегодня у меня новый полигель от торговой марки JZ. Вот такого вот красивого розового цвета. Посмотрим его в деле. Для начала мне нужно проработать точки вроста и боковые параллели. Доложить материал, где его не хватает, чтобы ноготь от точки вроста ровно продолжался к свободному краю. Полигель довольно плотный, твердый. Кисточкой я пробовала его разравнивать, это неудобно. Кисть у меня слишком мягкая для этого полигеля. Поэтому апельсиновую палочку смачиваю в спирте и хорошенько разравниваю. Отправляю в лампу. Следующим этапом делаю основную выкладку. Беру уже шарик побольше, выкладываю его на серединку где-то ногтем, не слишком близко к кутикуле, чтобы можно было аккуратно, тоненько подойти к зоне кутикулы. Полигель, скажу вам честно, пока еще не мой конек. Я еще недостаточно часто им работаю, чтобы хорошо приловчиться, набить руку, понимать, сколько нужно материала взять, чтобы выложить аккуратно и красиво, и чтобы быстро это все получалось. С ним у меня получается коррекция немножко дольше. Если я обычно коррекцию нарощенных ногтей с дизайном делаю за 3 часа, то здесь мне пришлось повозиться около 4 часов. Ну, это, конечно, еще учитывая, что я снимала видео и делала дизайн. После того, как я палочкой апельсиновой распределила материал, теперь разравниваю его кистью. Уже получается намного лучше. Он становится более гладким. Главное видеть, где нужно убрать бачок, а где добавить.
Смотрю на ноготь с разных ракурсов, отворачиваю пальчик от себя, смотрю сбоку, чтобы меня все устраивало, и только тогда можно отправлять в лампу. Просушила 60 секунд в лампе полигель, вытерла липкий слой. Теперь нас ждет самая пыльная работа. Это опил формы и поверхностный опил. Работаю сразу пилочкой, сглаживаю все неровности, проверяю архитектуру и равняю форму. Теперь твердосплавной фрезой выпиливаю изнанку ногтей, убираю ступенечку с прошлого наращивания, а также контролирую ширину ногтя в торце, слежу, чтобы на всех ноготочках она была одинаковой. Так, выполнила опил на всех ногтях, и теперь у нас остается чистовая работа. Еще раз прохожусь пламенем в зоне кутикулы, убираю остатки материала, если где-то есть, пыль, птеригий. Следующим этапом отправила клиентку помыть руки, вымыть всю пыль и далее срезаю кутикулу. Еще раз обезжириваю все ногти, немножечко прохожусь праймером бескислотным в зоне кутикулы. Покрываю несколько ногтей, на которых у нас будет дизайн, камуфлирующей базой от торговой марки Sealer. Остальные ногти покрываю гель-лаком от торговой марки Lovely 058. Это яркий сиреневый цвет. Для того, чтобы в дальнейшем работать акварелью, перекрываю ногти матовым топом. Просушила в лампе, вытерла липкий слой, и далее нас ждет творческая работа – рисование. Вот такая вот художественная акварельная краска у меня, Невская палитра Sonnet. Здесь 24 цвета, их достаточно, чтобы выполнить красивый дизайн. Мы придумали сиреневые акварельные цветы. Сначала рисую тонко веточку. А далее уже более размытым цветом рисую лепесточки. Ставлю сначала галочки. Мою кисть водичкой, хорошенько вымываю ее. Набираю воды немножечко на кисть и начинаю размывать. Кисть берем с натуральным ворсом.
Отдельно у меня салфеточка, на которой я убираю лишнюю краску и лишнюю воду. И отдельно у меня стоит баночка с водой. Для того, чтобы с нашей акварелью в процессе носки ничего не случилось, она нигде не скололась, нужно, чтобы рисунок хорошо просох. Поэтому выполняю сначала дизайн, потом перекрываю остальные ногти топом. В это время у нас сушится дизайн хорошо. И только самым последним этапом перекрываю ногти с дизайном. Топ сегодня использую глянцевый, тоже от торговой марки Jay-Z, без липкого слоя. Не забываем обязательно при коррекции нарощенных ногтей перекрывать изнанку топом, чтобы нигде ничего не отслаивалось, не отходило. Просушиваю хорошо в лампе с двух сторон и далее будем любоваться уже результатом. Я, конечно же, учла пожелания клиентки сделать горбатые ногти, старалась выложить материала побольше, но в итоге все равно рука у меня уже поставлена, но не могу я выкладывать столько много материала. Все равно мне сказали, что недостаточно, все-таки они получились горбатые, но извините, на вкус и цвет фломастеры разные. Если вам был полезен сегодняшний сюжет, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал. А я жду вас в следующих видео. До новых встреч, пока-пока!